Итак, второе видео про Петербург. Клоака для жизни. Часть вторая. Петербург. Клоака для жизни. На самом деле ничего не имею против Петербурга, но хотел бы рассказать о своих ощущениях от этого города, когда я жил в нем. Хотя питероидные фанатики могут налететь в комментариях и сказать, что, мол, все в прошлом и не смей трогать Петербург. Дело в том, что им очень сложно объяснить то, что речь я веду о своих впечатлениях от Петербурга, а не о Петербурге как таковом. Если предполагать Петербург как некую святыню, то это, мягко говоря, не мой случай. Вообще для меня первично мое удобство той среды, где я нахожусь. То есть личный комфорт для меня первичен. И поэтому абсолютно неважно, о каком городе идет речь, а уж то, что некоторые индивиды руководствуются некими фантазийными представлениями о том, что я называю Петербургом, то это их сугубо личное и субъективное дело. Поэтому упрекнуть меня в спекуляции темой Петербурга было бы как минимум недальновидно. Я, конечно же, понимаю, что в случае с Петербургом речь идет о массовом помешательстве. И нужно быть готовым, что каждый, вознамерившийся говорить о каком-то личном комфорте в Петербурге, будет послан сектантами петерголюбами в различные неприличные места. Ведь их-то город принял, в кавычках, а меня с их точки зрения город не принял. Правда, они сами не объясняют, оценивают ли они это непринятие только потому, что я уехал оттуда, или еще по каким-то только им ведомым критериям. Хотя, как я думаю, человек сам выбирает среду для жизни, а не наоборот. Если же наоборот, то, скорее всего, ему нужно посетить психиатра. Если человека все устраивает в Петербурге. Если же человека действительно все устраивает в Петербурге, то зачем ему вообще читать критические статьи о нем? Сектантам же нужно обязательно защищать свою святыню, представление о которой, как в случае с Петербургом, у них строится исключительно на общественно-народных байках. С их позиции любая личность, приезжающая в Петербург, меркнет на фоне его, либо превращается в такое же серое пятно, которое живет исключительно музеями, театрами, набережными и поклоняется прочим петербургским мощам. Фанатикам-петеролюбам как будто бы надо заткнуть любого, кто осмелится высказываться критически об их святыне. Потому как святыня не подлежит оценке с позиции здравого смысла. В слове «клоака», применяемом мной к характеристике Петербурга, нет ничего плохого. Ведь у кого-то, может быть, возникают противоположные чувства в этом городе. То есть я не могу влиять на чье-либо отношение к этому городу, да и не вижу в этом никакого смысла и целесообразности. Петербург в первые годы жизни в нем давал мне ощущение чего-то принципиально нового, ведь до этого я жил в 30-тысячном городке Ивановской области. Но через несколько лет жизни в Петербурге пропадают ощущения принципиально нового и наступает повседневность, где вся эта архитектурная историческая бутафория не имеет никакого значения.
ты начинаешь понимать, что Петербург мало чем отличается от любого другого российского города. Принципиальными отличия кажутся лишь на первых порах, пока для тебя просто на сугубо внешнем уровне город кажется чем-то новым. Город – это в первую очередь люди, населяющие его, потому как эти же люди и создают городскую среду, пригодную для жизни. Хотя фанатики Питеролюбы ссылаются во всех бедах города на его «директора» в кавычках. Я так понял, что все, не относящееся к общепринятой истине о Петербурге, считается словоблудием. Именно такое слово использовал некий комментатор под одной из моих статей про Петербург. И, видимо, если бы я говорил о Петербурге исключительно при помощи возвышенных эпитетов, то статья не считалась бы словоблудием. Хотя, как мне кажется, некоторые люди используют такие возвышенные слова по причине отсутствия мозга. Ведь для того, чтобы высказать свою позицию, нужно всего лишь использовать такие эпитеты в сочетании со ссылкой на общественную истину, основанную на народных байках. Это такой способ представителей стадного инстинкта идентифицировать друг друга. Ну, подумаешь, высморкался на прохожего. Зато использует слова культура, эстетика.